Привет! В этом видео расскажу вам про главные новинки компании Haier, которые она представила на выставке IFA 2025 в Берлине. Бренд очень известен в России, тем интереснее посмотреть, что ребята сюда привезли. Ну, понятно, сейчас бытовая техника неразрывно связана с таким понятием, как искусственный интеллект, и Haier, один из лидеров этого тренда. Вот и проверим, что как, и покажу самое интересное. Итак, Haier на IFA 2025. Начну с крутого холодильника. Это действительно круто выглядит. Хочется, честно говоря, себе домой. Давайте по порядку. Вот то, что уже здесь видно, кроме этого экрана, к нему вернемся. Это специальная станция для напитков. Крутое очень то, что здесь есть специальный контейнер, куда вы можете положить, баночку колы, баночку лимонада, нажать на кнопку, и это все охладится у вас быстро. Это раз. Дальше. Здесь кувшин специальный с автоподачей воды, где вы можете, делать какие-то лимонады, может быть, чай даже холодный и так далее. В общем, это круто. Всегда холодный лимонад, всегда холодная вода у вас здесь. И здесь диспенсер для подачи воды, прохладный он тоже есть. Такая станция для прохладных напитков, а здесь еще, собственно, вы можете также хранить либо напитки, либо какие-то продукты, которые вам нужны более часто. Это первое, но, может быть, даже это не совсем главное, потому что здесь есть камера в холодильнике, вот она в верхней части, и холодильник понимает, что вы в него загружаете и что вы вынимаете из холодильника. И дальше, поскольку это все коннектится со смартфоном, то у вас список продуктов, он есть на смартфоне или он есть вот здесь, на таком большом дисплее, такой прям медиахаб на кухне. Здесь все, в том числе и продукты. Здесь вы можете вообще видеть то, что хранится у вас в холодильнике, не открывая его, если смартфон там где-то далеко, а вы на кухне. Кроме того, здесь обозначаются сроки годности продуктов. Если вот срок годности уже заканчивается, то выскакивает напоминание. То есть продукт так помечен специальной отметкой: съешь меня быстрее, приготовь из меня что-нибудь. Кстати, насчет приготовь. Здесь, конечно, есть рецепты. То есть холодильник подтягивает рецепты из того, что есть у вас в холодильнике. Или можно создать, опять же, на основе ваших предпочтений список покупок, там, недостающего, например, для приготовления какого-либо блюда. И этот список, он придет к вам на смартфон. Вы в магазине все, прекрасно с него прочитаете и купите то, что нужно. И опять же, в любой момент вы в магазине можете заглянуть в холодильник с вашего смартфона и знать, что там хранится, не купить лишнего или не забыть что-то купить. И в целом здесь, конечно, опять же, повторюсь, медиахаб. Здесь и погода, здесь и галерея, можете какие-то фотографии добавлять. Здесь и браузер, можно выходить в интернет, там смотреть YouTube, кино. Есть даже калькулятор. А что так, быстро что-то посчитать нужно? Вполне себе. В общем, такой медиахаб. И есть, конечно, самоуправление холодильником, оно тоже отсюда, да, плюс со смартфона, но и отсюда тоже. В общем, смысл в том, что холодильник у вас превращается в такой, центр кухонной жизни. Собственно, он и был им всегда, на самом деле, но тут его прокачали. Как вам такое решение? Высокотехнологичное. Haier, пишите в комментариях. Ассортимент холодильников Haier очень большой. Мы вам показали такой самый крутой умный холодильник. Вообще холодильников много у компании, но не только холодильников. Это новая коллекция, называется Couture Care. Новая коллекция Haier, которая говорит о том, что бытовая техника — это не только технологии, это еще и дизайн. Мы все хотим, чтобы нас дома окружали красивые вещи. Вот, посмотрите на это. Пока тут пишут, что это прототип, кое-что даже снимать запрещает. Но мы все-таки умудрились снять кое-что. Тут дело именно в дизайне. Понятно, что это стиральная и сушильная колонна, здесь тепловой насос. В общем, все современные технологии. Просто дело в том, как это выглядит. Плюс здесь добавили сюда еще шкаф для ухода за одеждой. Он сушит, плюс здесь обработка паром. И дома может быть такая вот высокотехнологичная комбинация Haier, коллекция от Couture. Но, честно говоря, то было только начало коллекции от Couture, а вот это супер продолжение. И показываю. Во-первых, это реально очень красиво. Мне очень нравится дизайн. Это покрытие, это металл, да, просто он так обработан премиально, что смотрится просто шикарно. И это стирально-сушильная комбинация. Вроде бы, кого удивишь? Управление здесь на дверце. Окей, это все здорово, это все круто, тепловой насос, красиво, но смотрите,
какая здесь есть интересная история. Делаем вот так и... Упс. Да, это та самая модная тема на этой выставке. Вот такие вот два маленьких барабана, где можно стирать по килограмму вещей. Они абсолютно независимо работают. Для каждого из них есть разные программы. То есть вы можете здесь стирать много вещей, а здесь стирать какие-то другие вещи. Ну, помаленьку, что называется. А здесь в это время еще и сушить. То есть такой стиральный комплекс дома иметь. И это, конечно, главным образом это очень красиво, но, повторюсь, это прототип пока еще вот на рынках его нет, но мы будем надеяться, что скоро будет, и я думаю, что китайцы его привезут в Россию, потому что у нас любят вот такие красивые, премиальные, высокотехнологичные вещи. Серия Haier X11, она продается уже в России, продаются стиральные машины. Я вам расскажу про стирально-сушильные машины. Здесь главная фишка в том, что в стандартном корпусе есть тепловой насос. Для стирально-сушильной машины это супер круто, потому что тепловой насос — это энергоэффективность ниже энергопотребления, причем заметно ниже. Кроме того, это возможности для более бережной сушки, ну вот так, как может сушить отдельная сушильная машина. Здесь еще для этого есть, в общем, все технологии, все возможности. Во-первых, здесь есть технология антиспутывания вещей, потому что во время сушки они могут запутываться, и это неприятно. Так вот, здесь специальным алгоритмом барабана машина попытается эти ваши вещи распутать. Ну, говорят, что это успешно получается. Еще одна крутая опция — это режим Ultra Fresh Air. Если вы забыли вынуть вещи из машины после стирки, ничего страшного. В течение 12 часов они останутся свежими. То есть не будет неприятного запаха. Воздух плюс специальное вращение барабана, алгоритм, препятствует образованию неприятных запахов. В течение целых 12 часов можно не беспокоиться. Еще у стирально-сушильной машины есть ворсовый фильтр дополнительный. Обычно у таких моделей вот стандартных размеров их не было, и это было проблемой, потому что ворс, скапливался не там, где надо, скажем так, и это влияло на эффективность работы машины. Здесь эту проблему решили, теперь есть дополнительный фильтр, на котором собирается ворс, и это позволяет, стирально-сушильной машине работать лучше и дольше. Есть здесь, конечно, коннект со смартфоном, то есть всем этим великолепием, стиркой, сушкой можно управлять со смартфона. Еще Haier здесь поработал над дизайном. Посмотрите на них и напишите в комментариях, как вам они. Вот новые стирально-сушильные машины X11 Collection с тепловым насосом Haier. Маленькие стиральные машины под столешницу. Во-первых, это красиво, прокачали дизайн. И самое главное, вот эта стиральная машина, она с сушкой. Это маленькая машина под столешницу с сушкой. Я, честно говоря, на российском рынке точно такого не было. Теперь, надеюсь, будет, надеюсь, Haier привезет. То есть можно сушить свои носочки, футболочки вполне себе вот в таком маленьком объеме, маленьких габаритах. Есть новости в сегменте посудомоек. Haier запартнерились со стартапом, который предложил использовать для антибактериальной обработки рабочей камеры внутри и посуды не ультрафиолет, а просто LED излучение. Видимо, не просто излучение, так как оно все-таки имеет антибактериальный эффект. Я пока не до конца понимаю, как это работает, но есть вот такие новости. И это все работает при температуре 45 градусов. То есть не используется ультрафиолет. Почему не используется? Потому что, как говорят в Haier, он плохо влияет на пластик, например, да, он там желтеет, портится. В общем, LED излучение для антибактериального эффекта в посудомоечных машинах. Это, конечно, нужно тестировать и смотреть, как это работает, но идея интересная. Это еще не все. Здесь у Haier в посудомоечных машинах для улучшения, собственно, качества мытья, есть разные фишечки. Добавили ребята разные фишечки. Вот эти вот распылители воды в верхней третьей корзине, не было такого, я не видел. И они интересно очень работают. Они, то есть, добавляют вот сюда воду, в эту плоскость. То есть столовые приборы или какая-то утварь, типа половника. Это все, лучше, видимо, лучше моется. Правильно, больше воды, лучше моется. Плюс Haier прокачали распылители воды. Что еще в посудомойках прокачивать, да? Вот ультрафиолет заменять на LED и прокачивать распылители. И они тоже работают более эффективно. Рабочая камера большая, вместимость посудомоечной машины тоже большая. Здесь, по-моему, чуть ли не 11 комплектов. 16, не 11, а 16. В общем, новинки, новые посудомойки Haier.
с технологией такого обеззараживания не ультрафиолетом. Да, ну технология BioVita LED обеззараживания — это, конечно, хорошо, но вообще-то я забыл главную новость про посудомоечные машины. Haier теперь делает посудомойки с хит-памп внутри, с тепловым насосом. Смысл в том, что сильно экономится электроэнергия, да, при работе до 50% может доходить экономия. В целом посудомойка не была супер энергозатратным прибором, но вот современные модели тем более. Но минус 50 — это хорошо. Не знаю, как у вас, у меня счета за электричество только растут в последнее время. Так что и здесь будет экономия, потому что меньше электроэнергии будет уходить на нагрев воды. Итак, посудомоечные машины теперь тоже с тепловыми насосами. Вот красиво, да, когда вот так на кухне такая духовка с таким цветным дисплеем. Сочно. Хочется готовить. Если даже не умеешь, хочется научиться. Но это еще не все. Теперь вот так красиво может быть и в смартфоне, потому что здесь, в этой духовке, это Bionic Cook серия от Haier. Это прям очень продвинутая модель из этой серии. Здесь есть встроенная камера. Камера показывает, отслеживает все то, что происходит в духовке. Вы на экране смартфона видите все то, что происходит в духовке. Более того, это не все. Здесь искусственный интеллект, и духовка понимает, что если, например, рыба у вас уже готова, а время автопрограммы еще не истекло, то она прекращает приготовление, чтобы рыба не переготовилась, не перепеклась, там, не пережарилась и так далее. И также с другими продуктами. То есть здесь есть интеллектуальный контроль приготовления разных блюд, без вашего участия. Вы, по сути, просто контролируете все со смартфона, и поскольку вы визуально это можете контролировать, если вдруг так случится, что духовка что-то не учтет, вы всегда можете внести какие-то коррективы в приготовление, в программу приготовления и так далее. По-моему, это логичная эволюция духовок. Если уж камеры есть в холодильниках, то, мне кажется, в духовках тоже пора им появляться. А вот на примере этих духовок Haier с паром я вам покажу вообще эволюцию пара в духовках, потому что это здесь можно сделать. Haier выпускает разные духовки с разным паром. Это вот базовый вариант пара. Вы просто наливаете сюда водичку, и у вас здесь пар образуется при готовке. Причем, что очень удобно, есть специальные программы для приготовления с паром, мясо с паром, рыба с паром, там овощи с паром, даже выпечка. То есть, вам ничего как-то отдельно самому не нужно придумывать. Все здесь можно выставить, и у вас все приготовится. Дальше здесь уже есть небольшой такой контейнер, который, значит, вы с водой сюда вставляете. И дальше у вас пар уже подается в духовку. Это позволяет, готовить где-то более сложные блюда и на определенном этапе каком-то добавлять, на нужном этапе добавлять пар. И духовка это сама понимает, на каком этапе нужно его добавить, и добавляет. Следующий этап Steam Injection — это уже подача пара в нужном объеме и в нужное время, вот в момент приготовления, в результате выбора той или иной программы и при приготовлении того или иного продукта. То есть вы вообще не паритесь, у вас пар, когда нужно, тогда и подается. Так, а вот это вот самая такая навороченная духовка, это по сути духовка-пароварка. То есть здесь такой полноценный, максимальный, стопроцентный, какие еще эпитеты подобрать, пар. И тут смысл в том, что эта духовка, она может работать и как отдельная пароварка, даже по комплектации. Это видно, здесь есть паровые противни. В принципе, это может быть такой пароконвектомат, потому что вы можете включить конвекцию и включить пар, и у вас тут все будет готовиться. В общем, это такой максимально прокачанный пар. Вот эволюция пара в духовках. Теперь, мне кажется, вы понимаете, как вообще устроена работа пара в духовках и какую духовку приобрести себе, если захочется. Как вам новинки Haier? Мы постарались показать все самое интересное и технологичное, хотя у компании здесь, конечно, очень большой стенд на выставке IFA. Многое из того, что было в этом обзоре, будет в России. И я вот не зря заканчиваю видео рядом вот с Powered by AI, типа пропушено искусственным интеллектом, что называется. Потому что даже вот эти вот стиральные и сушильные машины — это прототипы, которые, значит, умеют распознавать вещи по типу ткани и
качественно в итоге стирать, сушить и так далее. Ждем еще только камеры в стиральной и сушильной машинах, потому что, ну а как? Мне хочется знать, как там, насколько правильно бултыхается в стиральной машине моя рубашка. Почему нет? Хочется и все тут. И я думаю, мы до этого дойдем, потому что, ну, в холодильнике уже есть камеры, в духовке уже есть камеры, остались стиральные машины, пылесосы и так далее. Да, на самом деле здесь очень круто. А вы пишите в комментариях, что вам больше всего зашло. И этот тостер, у нас много интересного в домашней технике. Подписывайтесь.